Привет, армия. Недавно Тэхён и Чингук появились вместе в аэропорту. Как и ожидалось, они произвели настоящий фурор не только среди поклонников, но и в корейских СМИ. Пресса хвалила их за похожие взгляды, пленительную внешность и естественное обаяние, не требующее от них никаких особенных усилий. Однако самым удивительным было то, когда же СМИ признали, что видеть Тэхёна вместе – это нечто особенное, не только из-за их славы, но и из-за энергии, которую они излучают, когда вместе. То, что их связывает, настоящее. За эти годы Чингук и Тэхён провели вместе бесчисленное количество времени, как на сцене, так и за кадром. Они выросли вместе, учились вместе и узнали друг друга лучше, чем кто-либо другой. Их отношения больше не кажутся простой дружбой, скорее, они похожи на пару, которой не нужно много говорить, потому что, просто посмотрев друг на друга, они понимают друг друга. Это было очевидно в аэропорту. Они шли спокойно, неторопливо, в удобной одежде, но при этом выглядели идеальной парой. И, конечно же, селфи, которые они сделали, стали вишенкой на торте. Это не было чем-то постановочным или подготовленным для камер, это был простой, но глубоко значимый момент. Фотография кажется обычной, но она так много говорит, потому что, когда вы видите двух людей, которые подходят друг другу, вы знаете, и эта фотография показывает все. Им не нужно все время обниматься или смотреть слишком близко, они просто здесь, друг для друга, без преувеличения. Некоторые сравнивают Хэкука с другими в группе, особенно с Чимином, и думают, что между ним и Чингуком что-то происходит. Но правда в том, что эти ситуации часто постановочные, созданы для контента, для фанатов. Когда повсюду камеры и вокруг персонал, легко подумать, что все по-настоящему, хотя на самом деле они просто работают. В этом нет ничего плохого, это часть мира развлечений, но это сильно отличается от того, что вы видите с Тэхёном и Чингуком. Они не устраивают шоу, им не нужны указания о том, как себя вести, все естественно, неважно, есть камера или нет. То, как они смотрят, ждут и ходят вместе, всегда одинаково. Очевидно, что они действительно знают друг друга. Те, кто был в настоящих отношениях, знают, как это распознать. Их отношения похожи на отношения молодой пары, только начавшей встречаться. Есть уважение, есть забота, есть любовь. Им не нужно постоянно быть рядом друг с другом. Есть пространство, чтобы дышать, но есть и пространство, чтобы оставаться близкими. Тэхён и Чингук всегда были сдержанными, они мало говорят о своей личной жизни, но их поступки всегда что-то выдают. Всякий раз, когда они вместе, люди замечают, именно это делает Тэкука особенным, дело не в популярности, а в искренности. В тот день Чингук первым прибыл в аэропорт, но не ушел сразу, а решил подождать Тэхёна, как они делали много раз до этого. Это был выбор, который он сделал сам, и он показал, насколько важен для него был Тэхён. Иногда люди говорят, не зная, они трактуют вещи вне контекста, особенно те, кто поддерживает другие пары, такие как Чингук. Они говорят, что это правда, хотя на самом деле это просто фан-сервис, призванный привлечь внимание, а не отражение настоящих отношений. В случае с Тэхёном и Чингуком есть четкая разница, они не постановочные, они не выдуманные, мы можем сказать, когда что-то сделано искренне. В последнем видео мы видим, как Чингук приходит один, затем он идет в ванную, обычное дело после долгого путешествия. Но необычно то, что он решает подождать, просто потому, что хочет быть с Тэхёном. Они идут вместе, как обычно, спокойные, расслабленные, с близостью, которую они видели много раз прежде. За эти годы они разделили много моментов, не только на сцене, но и в реальной жизни. Многие хотят верить, что они просто друзья, или что все было устроено заранее, но если присмотреться, разница становится совершенно очевидной. Чингук не стал бы ждать кого попало, он сделал это, потому что Тэхён был ему важен. Речь идет не о настоящей дружбе, это видно потому, как они смотрят друг на друга, как заботятся друг о друге и какая связь между ними. Многие до сих пор настаивают на поддержке других пар, они больше сосредоточены на своих желаниях, чем на том, что происходит на самом деле. Но вам не нужно ничего форсировать, просто наблюдайте, и вы увидите что-то настоящее между Чингуком и Тэхёном. Эти отношения развивались медленно, им не нужны никакие сложные теории или длинные объяснения. В аэропорту Чингук снова решил подождать и разделить этот момент с человеком, который для него значит больше всего.
Видео и фотографии говорят сами за себя. Чингук и Тэхён вместе, как пара, разделяющие простой, но глубоко значимый момент. И да, найдутся те, кто это отрицает, но дело не в том, чтобы убедить всех, дело в том, чтобы распознать истину в тишине. Тэхёну и Чингуку не нужно много слов, между ними есть связь, которая выходит за рамки видимого. Хотя многие видели их на сцене или на мероприятиях, то, что действительно выделяется, это больше, чем просто профессионализм. Они часто держатся за руки, касаются плеч или просто молча смотрят друг на друга, как будто мир исчезает. Это не надуманная привычка, это естественный жест, который развивается со временем. Им не нужно говорить «я здесь», они и так знают. Бывают моменты перед выступлениями, когда они наклоняются друг к другу, чтобы подбодрить. Иногда это просто прикосновение к спине или быстрый шепот. Но это всегда есть, это постоянно. Они не делают этого со всеми, они дружелюбны с другими участниками, но то, что существует между ними двумя, всегда разное. Близость постоянна, они идут тихо, иногда ждут, не говоря ни слова, просто чтобы другие не отставали. Они идут бок о бок, даже когда рядом камеры, они остаются собой. Они разделяют много моментов, не связанных с работой, путешествуют вместе, делят комнату, делят смех, молчание и маленькие, многозначительные жесты. Именно по этим деталям мы можем увидеть их чувства, им не нужно говорить об этом, они показывают это самым честным образом. Некоторые говорят, что они просто друзья или что все для публики, но любой, кто присмотрится, поймет. Чингук не стал бы держать кого попало за руку, не стал бы ждать с таким терпением, если бы это было не суждено. Тэхён занимает особое место в их жизни, и это отражается в том, как они заботятся друг о друге, будь они здоровы или устали. Они знают, когда друг другу надоело, и они рядом, без всяких просьб. То, что у них есть, не зависит от сцены, камер или аплодисментов. То, что у них было, всегда было рядом, всегда настоящим. Даже в окружении людей они оставались близки, шепчутся друг с другом, улыбаются друг другу. Они росли вместе, делили трудности, учились любить и выживать в центре внимания. Но среди всего этого они выбрали друг друга, не нуждаясь в признании, не нуждаясь в чьем-либо одобрении. И молча они шли бок о бок, как всегда. Но взрывом стало не только появление Чингука в одиночестве, а то, что корейские СМИ сообщили несколько часов спустя. Эксклюзивный репортаж ведущего корейского развлекательного издания подтвердил с большой осторожностью, что близость Тэхёна и Чингука больше не просто слух. Со ссылкой на инсайдеров из индустрии, они сообщили, что Тэкук связал себя узами брака на очень частной церемонии, вдали от камер, за границей, некоторое время назад. Не было никакого шума в СМИ, никакой массовой рекламы. Просто два человека решили быть верными друг другу, не нуждаясь в одобрении мира. Теперь все те мелочи, которые раньше считались фан-сервисом, ощущались совсем иначе. Глубокие взгляды, многозначительное молчание и решение Чингука ждать Тэхёна на каждом шагу – все это ощущалось как часть истории любви, которая тихо выросла и глубоко укоренилась. И, возможно, это и есть самая настоящая любовь. Любовь, которая не нуждается в признании, но продолжает существовать. Любовь, которая строится не на сцене, а на доверии. Сегодня фанаты по всему миру приветствуют не просто Чингука, они приветствуют новую главу в истории Тэкука, историю, которая больше не живет только в воображении фанатов, а становится реальностью. Это начало более честной и открытой главы? Или это останется тайной, известной только им двоим? Одно можно сказать наверняка. Сегодня не просто очередной день в аэропорту. Это день, когда любовь, которая до сих пор молчала, наконец говорит сама за себя.